Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим ванильный бисквит. Правильно приготовленный бисквит – это залог успешно выполненного торта. Я расскажу и покажу, как с помощью самых простых продуктов можно приготовить пышный и воздушный бисквит. Для приготовления бисквита берем продукты комнатной температуры. Духовку включаем заранее, пусть разогревается до 160 градусов. Режим выпечки вверх-вниз без конвекции. Подготовим форму. У меня это раздвижное кольцо, установленное в диаметре 18 см. Я его обернула фольгой, на дно можно положить пергамент. Бока формы ничем не смазываем. Заранее растопим сливочное масло, чтобы оно успело остыть. К тому моменту, как мы его будем добавлять в тесто, температура масла должна быть 28-30 градусов. Осторожно отделяем белки от желтков. В белки не должно попасть ни грамма желтка. А также посуда и венчик для взбивания белков должны быть абсолютно сухими и чистыми. На белки насыпаем щепотку соли и взбиваем до появления пенной шапочки. Затем добавляем половину нормы сахара и взбиваем на высокой скорости до устойчивых пиков, до получения глянцевой меренги. Если у вас нет мощного планетарного миксера, тогда лучше пользоваться именно таким рецептом, с разделением яиц на белки и желтки. Если же у вас есть мощный миксер, тогда можно и не разделять, яйца и так хорошо взобьются в пышную массу. Для наглядности я взяла самый обычный миксер. Масса должна получиться такой плотной, что если перевернуть емкость, все белки останутся на месте. Теперь кладем желтки в отдельную емкость для взбивания. Всыпаем к ним оставшуюся половину сахара и взбиваем этим же венчиком. Можно сразу же или в процессе взбивания желтков добавить ванильный экстракт, ванильную пасту или любую другую составляющую с ванилью. И продолжаем взбивать. Желтки должны посветлеть и немного увеличиться в объеме. Убираем миксер, соединяем желтки со взбитыми белками в 3 приема. И аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой. В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем и просеиваем. Добавляем муку с разрыхлителем в пышную яичную массу в 2 приема. Каждый раз перемешиваем лопаткой. Отбираем небольшое количество теста в отдельную емкость и смешиваем с остывшим сливочным маслом. Нельзя, чтобы масло было горячим. Затем эту смесь добавляем в общую чашу и еще раз быстро, но очень аккуратно перемешиваем. Тесто для бисквита готово. Берем подготовленную ранее форму и выливаем тесто. Аккуратно разравниваем поверхность и отправляем в разогретую духовку. Открывать духовку можно только тогда, когда бисквит хорошо подрумянился. В моей духовке бисквит из 6 яиц выпекался 55 минут. Время выпечки и температурный режим контролируйте, исходя из особенностей своей духовки. Для проверки готовности вставляем в середину бисквита деревянную палочку. Если сырое тесто не прилипло, значит бисквит готов. Минут на 10 оставьте в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Затем достаем и переворачиваем на решетку, не снимая форму. Когда форма станет безопасно теплой, снимаем фольгу. Тонким ножом вырезаем бисквит из формы и снимаем кольцо. Оставляем бисквит на решетке до полного остывания в перевернутом виде. Остужать бисквит нужно обязательно на решетке, чтобы при остывании циркуляция воздуха была обеспечена со всех сторон. Затем заворачиваем полностью остывший бисквит в пищевую пленку и оставляем в покое хотя бы на 8 часов. Можно в холодильнике, можно и при комнатной температуре. После чего разрезаем на коржи и собираем торт. Таким образом, данный бисквит получился у меня диаметром 18 см, высотой 9 см. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.